Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз. Что скоро, а возможно и неожиданно, случится или произойдет в ближайшее время в вашей жизни. В ближайшие дни, буквально по 31 декабря. И карты старинного цыганского пасьянса — события со дня на день. Именно про события нам говорят будущего карты, вот с чем вы столкнетесь. Конечно, будем реалистами, я всегда к этому призываю. И любой прогноз, расклад — это какая-то общая форма, скажем. Но переложите на метафору карт события вашей жизни, что вас сейчас беспокоит, может быть, или что у вас происходит, и какую подсказку нам дают карты или метафора, о чем заставляют задуматься. Ну, я надеюсь, мы с вами в любом случае проведем приятное время, и какие-то подсказки вы для себя получите. Итак, давайте будем смотреть, что же там для Козерога в ближайшие дни, в ближайшее время, события ближайшего будущего, что же там случится, произойдет, с чем будет это связано. Смотрим. Вот с чем это может быть связано? С получением какой-то важной бумаги. Сама по себе как бумага, документ, но может быть это в каком-то цифровом виде, да, или варианте, потому что когда создавался этот пасьянс, ему очень много лет, мои дорогие, ну, без малого 40, когда об интернете никто вообще даже и в помине разговора не вел. Поэтому, может быть, нашу цифровую эпоху — это даже СМС какое-то сообщение, как запускает механизм перемен. Но есть вот что-то важное. Может быть, и какое-то известие, когда вам придется несколько перестраивать самих себя или свою жизнь, или действительно вы ждете какую-то бумагу. Может быть, это и предложение, или связано с работой. Ну, то есть разные сферы жизни могут быть. У кого-то это касается личной жизни, сердца, любовь. Ну, давайте пойдем дальше, посмотрим, потому что не все так однозначно. Но, смотрите, тут ведь и правда может быть какое-то предложение, и не обязательно рационализаторское, а может быть как раз касаемое любви, личной жизни, потому что у вас еще совпадает свеча — это спокойное течение жизни. Об этом нам говорят карты. Ладно. А еще смотрите. Семейное счастье. Это и семья, это, понятно, и наши близкие, любимые. Но это еще и, может быть, вопросы вашего проживания, пребывания, где вы находитесь. Но, может быть, это какие-то как раз по жилью документы вы получаете или что-то согласовываете. В целом, посмотрите, добрые перемены. Ну, вот так вот перемены часы именно означают, и причем это что-то хорошее. Что еще? Может быть, это тот период, когда вы больше будете сконцентрированы на делах домашних. Но, наверное, нет, не совсем. Открытая книга в нашем пасьянсе означает официальное учреждение, и у кого-то это может быть и, конечно, учреждение образования или ваша учеба, открытая как бы книга, но это могут быть и официальные лица, или куда-то вы, может быть, отправляетесь, какие-то вопросы решаете, что-то, опять же, согласовываете с людьми, которые именно призваны, ну, где-то отчасти регулировать, может быть, как осуществить тот или иной вопрос, или какой порядок нам прояснить, может быть, и так. Или когда вы на что-то решаетесь, и какая-то важная встреча, может быть, состоится, и будет подписан важный документ. Такого я не исключаю, причем в разных сферах жизни. В нашем пасьянсе мы можем соединять э, значения, которые находятся в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. И вы знаете, я должна сказать, вот сердце, да, которое у вас выпадало, я специально так немножко промолчала, потому что когда соединяются некоторые значения с еще другими значениями в пасьянсе, это меняется, ну, как бы сама основа. Ну, вот если, к примеру, сердце совпадает с ножом, то это разбитое сердце. А здесь нет. Здесь нож не совпадает, поэтому смело могу говорить. Дело сердечное, дело домашнее, признание в любви у кого-то. Перекладывайте на себя. Или в целом какая-то радость,
Ну, позитив какой-то пытается войти в вашу жизнь. Это правда. И спокойное течение жизни. Все идет как-то своим чередом до 31 декабря. Смотрю, что мы еще можем соединить, что я могла пропустить. Не вижу. Пойдем с вами дальше. Итак, если мы заявили, что скоро и неожиданно, вот давайте узнаем. Так что ж там скоро в жизни козерогов произойдет или случится, с чем, с кем будут связаны вот эти скорые события? Скоростные, может быть, события. Паш огня. Ух, ну правда, пажи это у нас вестники, так в целом по картам Таро. Но это, знаете, как начало-начал. Это как новая веха в вашей жизни. Какой-то предыдущий этап заканчивается. Это вы сами что-то можете переделать, передумать, что скоро. У кого-то это будет как извещение, сообщение от ваших, может быть, детей, даже взрослых детей. Но в основном это, знаете, все же какой-то ориентир на прогресс в будущем и какое-то решение ваше. Или решимость, может быть и так, потому что по этой карте мы либо начинаем что-то изучать, потому что часто это как ученики проходят пажи, ну, пусть это буквально какой-то вопрос, и он касается даже юриспруденции. Ну, к примеру, разобраться, как работает в отношении вас закон. Или вот как эта книга «Официальные лица, учреждения», нам нужно понимать, как тоже работает в отношении нас закон. Или каков мой статус на работе. Может быть, кто-то решится сделать карьеру. Может быть, прежде вы даже об этом не думали, не помышляли. А здесь какая-то конфигурация во внешней обстановке тоже меняется. И, может быть, и вы получаете решение какое-то, чье-то даже, да? Но от этого будет и ваш какой-то следующий ход. Словно, ну вот мяч сейчас на вашей стороне. Что ж там еще скоро? Звезда. Тут всегда звезда, как и карта Солнца. Это две карты в колоде Таро выбора правильного направления. Так вот, это направление лет на 10, а то и 20, как по Плутону, на какой-то долгий промежуток времени. Звезда, когда сбываются наши мечты. Звезда – это еще та возможность, может быть, это первый шаг, но он будет очень важен на очень долгий период, мои дорогие. По звезде это может быть у кого-то из вас решение, что я переезжаю. Или вы будете рассматривать варианты к этому. Ну, вот именно та перспектива. Вы в чем-то видите свой интерес. Или вы хотите именно обустроить жизнь так, как вам нравится, чтобы ваши мечты, мои дорогие, сбывались. Вот здесь вы видите так на дистанцию. И хоть мы спросили скоро, да, а может быть именно теперь, пусть это даже дистанция, когда вам придется каким-то вопросом заниматься не один день, может быть, и не один месяц, но вы именно делаете первый шаг в сторону будущего, потому что вы видите, нужно как будто или целесообразность ваших намерений. Это вообще поставленная цель, и как будто не нужно от этого отказываться. Даже если этот успех, он не такой быстрый. Вы люди сильные, вы люди настойчивые. Вот пришло время подумать о том, чтобы ваши желания исполнялись, в том числе и финансового порядка. У нас буквально русалочка, посмотрите, как будто нашла или обнаружила какой-то волшебный предмет, кристалл, может быть, это бриллиант, но это прообраз, понятно. И я часто говорю, это карта финансового успеха, благополучия, и отчасти это карта эгоиста, когда нам никто не нужен, потому что мы достигаем какого-то плату, когда, в принципе, вы знаете, будет и у вас такая минута, когда вы себя можете похвалить за то, что вы многое преодолели, сделали. И теперь, может быть, кто-то из вас будет особенно как-то чувствовать, что сейчас меняется время, и передо мной открываются новые возможности. Особенно, может быть, для людей молодых. Ведь в вашем знаке зодиака Плутон пробыл 20 лет, и кто-то еще не имел возможности изучить себя так хорошо, как должно. И, может быть, вот эти 20 лет вы как раз и преодолевали все время, шаг за шагом, какие-то препоны, какие-то сложности, когда приходилось много работать. Вот здесь вы себя можете как будто на последующие 20 лет взять ракурс совершенно в другом направлении. Как и начать изучать какую-то область, может быть, науку, приобретать какую-то профессию, может быть, именно ту,
иногда это проходит, которую мы делаем своими руками, или когда мы становимся более ресурсны, или, как вариант, в каком-то деле заработать, может быть, больше денег. Все-таки я этого не исключаю, тем более вы, мои дорогие козероги, принадлежите к знакам зодиака стихии Земли, и у нас время, когда Уран находится в знаке Телец, вы как тельцы, вот именно стихия Земли. И вы ощущаете этот период наиболее так весомо и остро. А Уран, как известно, все дробит. Поэтому, допустим, были где-то хранились ваши деньги на одном счете, а здесь нам Уран рекомендует, ну, или раздробить, или в 2-3 банках, да, или в разных валютах, на разных счетах, вот кому-то так. Или поступали к вам деньги из одного источника, а здесь самое время продумать о дополнительном доходе или дополнительном заработке. Вот, может быть, где-то с этой концепцией вы будете принимать решение, потому что огонь или вот то, что жезлами мы называем, это какая-то деловая сфера. Ладно, так а что же неожиданно? 4 воды. Какая-то пауза. Неожиданно вы понимаете, что вам что-то надоело и не имеет смысла продолжать. Что вас как будто что-то ставит на паузу, останавливает. Именно вас самих, король земли. Да, это карта консерватора. Где-то эта карта вот именно знаков зодиака стихии Земли. Я не исключаю, что это может быть и человек, который тоже, как и вы, рожден под знаком зодиака стихии Земли, или это пусть будет человек, у которого асцендент может быть в одном из этих знаков, или сам по себе человек вот такой надежный. Может быть, вы и сами ориентиры берете на вот это далекое будущее, и вы чувствуете, вот как с учетом первой карты, что вот какую-то словно мысль, ее нужно воплотить в решение и в жизнь продолжить. Не отказаться от чего-то. Может быть, прежде вы от чего-то отказались, здесь вы... А у нас может быть такой период, причем, ну, минимум полгода в 26-м году мы можем чувствовать, как будто за одно короткое время мы проживаем сразу несколько эпох. Нам как пространство возвращает, с одной стороны, какие-то возможности или напоминает о наших мечтах. И нам придется все соединить единым узором каким-то. Может быть, разные совершенно сферы жизни. Поэтому от чего-то не отказаться, мои дорогие. Но эта карта будет говорить неожиданно. Здесь, если и есть неожиданности, то они, скорее всего, через ваши решения. Но это точно. Вы меняете направление. Иногда по пажу воздуха, вот посмотрите, 2 пажа уже говорят, что какой-то информационный поток, он у вас будет. Причем такой разный. И среди этой информации будет приходить та, которая очень важная. Может быть, это для вас как внутренний инсайт. Но от этого мы не можем отказаться. Потому что это что-то, знаете, с одной стороны, это рациональное. И кто-то может изменить направление, к примеру, даже по работе. Раньше занимались одним видом деятельности. Может быть, вы уже где-то имеете 2 вида деятельности. И вы вот эту конфигурацию можете пересматривать, менять. Что нет, теперь я буду уделять внимание чему-то другому. То есть то, что было на каких-то запасных вариантах или, в принципе, как вариант какой-то, вы, ну, не выбрасывали из своего внимания. Вот здесь может быть такая метаморфоза. То, что вчера было словно на паузе или было, ну, как-то допустимо, но не конкретно, теперь вырисовывается с новых позиций, с новой стороны. И у кого-то это будет зависеть от вашего решения, а у кого-то еще и дополнительно информацию, которую вы получаете. Вот интересно, а к чему это все идет? Твердое намерение процветать. Еще один паш. Пожалуй, все то, что я сказала, я уже не буду повторять. Для вас это вот переложите или прокрутите видео назад, прослушайте еще раз. Как это откликается в вашей душе? О чем вы думаете? То, о чем вы не скажете никому. Вот понимаете, нельзя от этого отмахнуться. Вот действительно, может быть, даже какая-то иррациональная идея очень соответствует Урану, между прочим. Нам могут возвращать как будто, ну, части нашей мудрой души, нам могут возвращать некоторые воспоминания, как идеи, мечту, намерения, которые мы когда-то отмели, словно сказали, что нет, этого не может быть.
Ну вот, может быть, раньше этого и не могло быть, а вот теперь пора. Вот тут какой-то пора. К чему все идет? Твердое намерение процветать, да точно. Посмотрите, тут какой-то финансовый успех, благополучие, баланс. Шестерка земли, карта финансового успеха, безусловно. Вот словно волшебная олень, да? Но ведь это еще карта помощи высших сил. Это карта, знаете, великого баланса. И почему по этой карте нам действительно, вот даже кому-то из вас, мои дорогие козероги, вот не просто везет, а вот какое-то доброе время, даже если я допускаю, вы пытаетесь решить какую-то сложную финансовую ситуацию, у вас как будто в вашем окружении есть и люди, которые вам придут на помощь. Но карта также будет говорить финансовый успех, внимание к деньгам. Почему? Работает она как будто в одном направлении, когда именно по направлению к вам. Но здесь есть такой момент, что ты себя не должен обесточить. Внимание к финансам нужно хотя бы потому, что карта напоминает, сегодня рука дающего, завтра может стать рукой просящего. Поэтому вот вам могут кто-то помочь, да, или какие-то ну, удачное, может быть, у вас в этот период, проведутся разговоры, пройдут, да. Может быть, это то, что на перспективу. Все таки первая карта — паж. Но если какой-то финансовый эквивалент или заначка, мои дорогие, я часто говорю, то вот это вам тоже помогает. А вот если кто-то просит: "Одолжи денег", как-то красиво, в балансе, элегантно нужно сказать "нет", чтобы и не обидеть, и себя самого не обесточить. Вот примите это во внимание, потому что мы можем расценивать эту карту как совет. У вас у самих на кону благополучие, процветание и твердое намерение процветать. Вот именно получить, наверное, пусть в каком-то обозримом будущем. Но, тем не менее, это, знаете, какой-то, пусть непростой путь, или я бы сказала, не очень короткий. Все же звезда — это расстояние по времени. Но я допускаю, у кого-то расстояние с переездом связано, да, когда вы именно хотите для того, чтобы, может быть, улучшить свое благополучие, переместиться и оказаться в другом месте. У кого-то будет и так, потому что именно здесь вы не можете раскрыть свои таланты. А вот находясь в другой местности, может быть, как раз там будет больше возможностей. Я этого не исключаю. И такие мысли тоже не гоните от себя. Наоборот, кумулируйте. Наше сознание, оно как компьютер работает. Что вы в программу положите, так и будет с чем работать или что анализировать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь, пишете волшебные и душевные комментарии, поддерживаете мое творчество. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои статьи. И самые последние статьи я бы рекомендовала прочитать. Это как «Кармический декабрь», и коридор возможностей на 2026 год. Перейдите, прочитайте, ссылки будут под видео в описании, а также переход на телеграм-канал, кому это может быть более удобно. Я знаю, что многие смотрят канал, но не подписаны. И, может быть, кому-то в одном месте, когда вы видите, какие публикации прошли с 3 моих каналов YouTube, какие публикации на сайте появляются, и вам удобнее переходить, как делать выборку, что вам нужно, что нет, что откликается, что не очень. Поэтому оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.